Добрый день, друзья! Вчера вышло видео о распаковке посылки, которую я получила из Краснодара, и заказывала я эти орхидеи в группе ВКонтакте. Ссылочку на эту группу и на все остальные соцсети именно вот этого магазина и этой группы я оставлю в описании под видео. В прошлом видео я подробно очень рассказывала, как можно с ними связаться, в каких соцсетях и как оформить заказ. Ну а сегодня мы будем с вами отпаивать эти маленькие орхидейки. Прошло ровно сутки. Я целые сутки с орхидеями ничего не делаю. Они должны постоять, ну хотя бы под светом, потому что и пока их получали, идут они сейчас очень долго к нам в Россию, потом их еще раз отсылают нам. Поэтому у орхидей действительно большой стресс. Для этого я им даю сутки отстояться под светом. И потом начинаю с ними работать. Для этих орхидей специально создан плейлист. И там будет все от начала распаковки посылки до того, как они потом зацветут. Что же я буду делать? Показывать буду на одной единственной орхидее. И возьмем мы с вами орхидею. Знаете, что я не сильна в английском, поэтому название я вам сразу показываю. И еще будет название бегущей строкой внизу экрана. А если вам интересно увидеть все фотографии орхидей, которые я получила, и там будут обязательно показан цветок, как они будут цвести, то посмотрите предыдущее видео. Что же я делаю после того, как они день у меня простояли на адаптации? Конечно, они стоят в отдельном месте от всех орхидей, и на них направлен свет. Орхидеи правильно просушены для доставки, поэтому мох сухой, очень сухой, и это отлично. И видны на орхидеях вот такие капли. Это производитель перед отправкой их обрабатывает какими-то препаратами от вредителей. Я не обрабатываю такие орхидеи никакими антистрессовыми препаратами. Лет, наверное, 5 назад я попробовала это сделать. Мне этот эксперимент не понравился. Я обработала эпином. И вот эти все орхидеи, которые я обработала, по-моему, их там было 3 или 4 штуки, я не знаю по какой причине, но они очень сильно замедлили свой рост. Поэтому теперь я этого просто не делаю. Уже рассказывала и о стероидах, и гормонах, и о рибавах, и об эпинах. Ссылочку я оставлю на то видео в правом верхнем углу экрана. А сейчас я такого не делаю и обрабатываю орхидеи только вот такими препаратами, любым калийным мылом. Это не антистрессовые препараты, это защита от вредителей. Когда не было никаких химикатов, наши бабушки с дедушками всегда пользовались таким мылом и для комнатных растений, и для садов, и для огородов. Поэтому это очень старинные средства. Я буду пользоваться зеленым мылом. В стаканчике 100 грамм воды. И в 100 грамм воды я наливаю примерно пол чайной ложки. И размешиваю. Для зрителей из Европы хочу сказать, что у вас такие мыла называются калийное мыло. Это то же самое, что у нас зеленое, дегтярное, табачное, еще есть горчичное мыло. Растворили такое мыло. Для каждой орхидеи берется отдельный ватный диск. Вода должна быть, напоминаю, теплая, 28-32 градуса. Орхидеи не очень устойчивые. Я подставлю вот так
горшочки. И протираю все листья. Убираю, пока не убирается, не будем травмировать орхидею. Сейчас бумажка станет влажной и снимется. Хорошо. Абсолютно все листики с двух сторон. Делать нужно это аккуратно. Ну, во-первых, чтобы не повредить точку роста, не оторвать ни одного листика. Бывает такое, что от чрезмерного нашего усилия мы можем сломать лист. Делайте спокойно это и аккуратно. Если у вас нет такого мыла, протрите листья орхидеи теплой водой. Этого тоже будет достаточно. Все эти пятнышки с листьев мы убираем. Они давно были в дороге. Все то, что нужно было от этого препарата, которым их обрабатывал производитель, они уже в себя впитали. Также нужно протереть ствол орхидеи. В общем, все видимые части орхидеи, кроме корней, мы протираем таким мылом. Юлий, ну иди к нам. Что ты из-за угла смотришь такое? Иди, мой хороший. После обработки зеленым мылом я достаю орхидею. Маховой стакан очень плотный. И сейчас производить какие-то действия с ним не представляется возможным. Смотрите, какой он плотный и тугой. Я не оставляю орхидеи в этих стаканах. Я переставляю их в пластиковые горшки. Такие горшки остаются у меня от других орхидей, например, от мультифлор, которые я покупаю. И когда я мультифлору пересаживаю, горшок не выбрасываю. Этот стакан я переставляю вот в такой горшок. Он более устойчив, но даже если он каким-то образом неустойчивый, я всегда сюда могу подложить небольшой камень. Такие камни я привожу с моря. Сейчас я вам покажу его. Пока до камня дело не дошло, что же я делаю с поливом таких орхидей? Первое, что я делаю, я беру чистую воду, опять теплую, 28-32 градуса, и опрыскиваю мох у этой орхидеи. Стараюсь не попасть на шею, а попасть на корни. Но если попали на шею, ничего страшного, можно протереть салфеткой или туалетной бумагой. И все. На сегодняшний день это все. Сейчас принесу камень, иначе она будет падать. Я использую вот такие волшебные камни, как я их называю. Эти камни я привожу с Черного моря. Моим орхидеям именно эти камни очень нравятся. Очень часто корни перерастают к таким камням. Вкладываю в горшок. Это выглядит вот так, как противовес. Можно использовать и такие камни, и гранит, или какие-то еще камни. Главное, чтобы это не были силикатные кирпичи. Потому что силикаты и корни орхидей – это несовместимые вещи. Именно силикатные. Что я буду дальше делать с этой орхидеей? Еще 2 раза, то есть 2 дня, я буду доставать орхидею из этого горшка и опрыскивать мох. И ставить назад. На 4-й день, то есть 4-й полив, я вместе с горшком опущу эту орхидею в небольшое количество воды для того, чтобы весь мох намок.
но опущу на 15-20 секунд, не больше. Мох очень быстро впитывает в себя влагу. Вот смотрите, не прошло и 5 минут, как я опрыскала орхидею. Мох сверху кажется сухим, но он остался таким же плотным. Почему нельзя сразу взять и опустить орхидею в воду? Да есть причина этому. Если вы после длительных пересылок орхидей, после такого длительного сухого периода, вот именно у таких орхидей, которые росли все время во влажном мху, вы сейчас дадите ей большое количество воды, могут порваться листья. Поэтому медленно мы ее начинаем отпаивать, и только на 4-й день, когда орхидея пропустит через свои клеточки хотя бы это небольшое количество воды, можно ее опустить, намочить мох, потом дать стечь в воде из мха и распушить этот стаканчик. И вот когда я распушу этот мох, я вам на 4-й день покажу, как я это делаю. Тогда я последний раз ставлю эту орхидею в этот горшок и больше ее оттуда не достаю. Осуществляю поливы или опрыскиванием, также теплой водой, или раз в месяц погружением в теплую воду. Но обязательно мы всегда в любом случае просушиваем корни. Орхидеи за эти 3-4 дня, все орхидеи, если у какой-то орхидеи немного потерян тургор листьев, наберут тургор листиков. Никаких тепличек я не применяю, никаких пакетов я на них не надеваю. Орхидея должна тургор листьев восстановить сама, потому что она его потеряла именно из-за того, что она очень долго находилась в сухом состоянии. Я уже сказала, что для этих орхидей создан плейлист. Сейчас я вам еще раз покажу их в конце недели. И в плейлисте будут собраны видео об этих орхидеях. И мы с вами доведем их вот от такого маленького состояния до цветения. Может быть, для этого понадобится даже год. Но я вам их буду показывать, что с ними происходит. Растут корни, растут листья, как они адаптируются. Вы все об этом узнаете. И если вам интересно это узнать, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.